Сильнее или слабее чудо? Торговый день начался 3 часа назад. Продавались синие Вит и Пере. 2 грузовика, товар в ящиках. Первую машину Пере оптом отдал еще вчера. Сбросил цену на четверть, прибыль минимальная. Зато оставшиеся Виты он намерен был продать дороже. По метеосводкам черным песком замело дорогу на рынок из фермерского поселка Милоа, где их обычно растят. 2 дня назад он успел проскочить соседний городок Татуис до стихийного бедствия. Как будто в самом темном минерале мелкие жители планеты Питомер в это время сошли с ума. Черный песок полон жизни всегда, но передвигается нечасто. Он реагирует на появление молний, вчерашних ему уже достаточно. Повези через его волны фрукты даже в бронированном грузовичке, можно сказать, что через пару километров придется выскакивать из машины, чтобы и тебя самого тоже не съели. Пере, Таст и Винер между собой не очень-то ладили. 8 ящиков Витов лежали на солнце для рекламы. Ни одна мошка их не тронула. Смотри, нюхай, вскрывай. Пере самым неприятным голосом объявил цену. Таст 3 раза расхохотался и отвесил 2 шпильки. Винер потребовали скидки ему как постоянному клиенту. Таст намекнул, что купит все. Винер пообещал взять 3/4 товара, но дороже. Пере не снизил свою первую цену. Винер добавил, но не настолько. Таст уравнял, но тут Пере поднял цену на 10% и громко засмеялся. Молния ударила в 10 километрах от базара. За ней почти одновременно появились еще 3. Где-то на горизонте, почти невидимо для торговцев, поползла черная волна песка. Ее не было видно за острым гребнем горы, но торговцы внезапно остановились. В глазах Пере, Таста и Винера замелькали непонятные искры. Реакция жителей Питомер. Они улыбнулись, сели в неразгруженную машину и очень медленно ехали в направлении волны. Потом последовало то, что обычно и бывает. Бегущие в панике торговцы, машина с дырами, съеденные фрукты. В это время их ниточки на 8-м уровне ткачей судьбы стали неприятно колючей. Такой она не бывает у людей. Но Пере, Таст и Винер не были людьми. На планете Питомер вселенной метамита людей вообще не было. На своем 8-м небе парки пряли ткань чужаков без удовольствия и любви, иногда испытывая физическую боль. Такого ощущения не было, когда они управляли Землей и ее окрестностями. Беспокоила не только боль, сопротивление логичности и чужеродность. Им трудно было жить без чего-то еще важного, мудрого. Как минимум без тех чувств, которые были у них во времена Геракла и Ясона. Парки не давали раздражению брать над собой верх уже через столетия после перемещения. С тех пор, как оказались жителями нового места почти не по своей воле. Зачем Децima слушала лукавого путешественника, который рассказывал о моде на сингулярность и принцип неопределенности? Почему Нона так легкомысленно дала ему потянуть судьбу самих сестер? Надеялась на незыблемость законов собственной вселенной или захотела тех немногих радостей непредсказуемого, которые всегда были только у ее героев? Если бы еще во времена заката античной греческой цивилизации им сказали, что можно заявиться к ним с оружием, похитить и увезти в другую вселенную. Пифии тогда могли бы предусмотреть многое, но сейчас и они, наверное, долго рвали на себе волосы. Собственное предчувствие особой опасности должно было заставить самих высших богов спрашивать у них больше. Но сейчас и Аполлон, их покровитель, попал в сети хозяев планеты Питомер. Пере, Таст и Винер были одним из немногих подопытных, которых доверили бывшим земным богам. 3 планеты, мелкие деревни почти без техники и развитой системы обучения. Все, что когда-то было над ними или под ними, формировалось миллионами лет законами физики и биологии Питомера. Некоторые из капризов природы были загадочными и чуждыми не только для земных богов, но и для властелинов вселенной Метамита. Сильные этих миров умели угрожать и исполнять угрозы. В свои лихие и буйные дни сумели уничтожить свои родные планеты и выжить на чужих.
Властелины жили с уверенностью, что ничего не должны хозяевам захваченных ими миров. Они не считали аборигенов существами, имеющими право выживать. Не хотели понять, что нельзя уничтожать цивилизации и не давать возрождаться тому, что чудом уцелело после их атак. Они не плакали, когда превращали планеты в выжженную пустыню. Но после драки им хотелось валять дурака так же, как и любому богатому и всесильному живому существу. А у них было сколько угодно планет, оружия и техники, но никаких чужих беспризорных существ для развлечения. Миллиардеры без бедняков не чувствуют себя богатыми. Сильные без слабых не рады своему физическому превосходству, ведь сравнить себя можно только с равными. Ничего кроме огорчения не принесли побежденным мощные, технически развитые и властные. Все равно любое их дело заканчивается дракой. Властелины попробовали взять обитателей других миров и вырастить у себя маленьких, вызывающих спортивный или клубный азарт и легкую улыбку. Так, только чтобы полюбоваться собой на их фоне. Их подвела собственная безнравственность. Веками они растили питомцев с огрехами в развитии, не сумев сдерживать свои кровожадные устремления. Из их арестантов выжили только слишком чуткие к прихотям. Но только подхалимы не могли достаточно угодить тиранам. Поколение за поколением захватчики меняли среду обитания на свой вкус. Сами планеты, подобно живым организмам, приспосабливали свою природу к жизни без чувства самосохранения. Наверху людоеды, внизу желающие быть съеденными. Угодливые быстро плодились и умирали. Но как иначе вести себя более или менее прилично, позволяя выживать уже себе подобным, но не быть уничтоженным в метамайте? Подачки пресмыкающимся были слишком мелкими. Продвижение самых отважных шло только их силами, но быстро заканчивалось жестоким, и убийство проскочивших наверх. Привычка к уничтожению у высших стала причиной отсутствия добровольцев на работы, требующие стройки, а не ломки. А труднее всего строить не только общество, но и само живое существо, домашнего любимца. Хочется радоваться после победы, но выжженная тяжелой рукой пустыня не дает импульса к шевелению нейронов мозга для получения удовольствия от мирного комфорта и желания создать его. Как вы думаете, раса немыслимо сильных инопланетян долго сможет выжить, если будет только убивать слабых? Напишите свой ответ в комментариях, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому ролику, если вы за нравственное отношение сильного к слабым. Властелины решили эту проблему со свойственным им размахом. Любители самых ужасных схваток пленили земных богов и заставили их работать на себя. Конечно, те сопротивлялись бы дольше при других требованиях. Но им вменяли изменить мир так, чтобы низшие существа стали забавнее. И вояки их дальних миров были сильны, хитры и чрезвычайно мощно вооружены. Небожители голубой планеты в большинстве своем были бессмертными. В своих интендантских канцеляриях властелины с удовольствием отмечали, что не придется тратиться на их обеспечение. У многих земных богов почти не оставалось поклонников. Они отвыкли от полевой работы, предавались отдыху и райским развлечениям. Многие очнулись от самы только когда поняли страшную правду. Дыра в их измерение замкнулась навсегда после похищения. И когда охрана стреляла, у них немело тело, они почти каменели, но не могли сопротивляться. Со временем даже строптивые земные боги, не отказываясь от игр и интриг, втянулись с эксперимента. Строить новые обитаемые миры даже интересно, если нервные хозяева редко могут выдержать безобразие домашних питомцев. А немного позлить их хочется всегда. Пленники проявили мудрость и взялись за переделку конуры для домашних собак, даже если друга собаку властелин никогда не сможет выдержать. Самым покладистым по виду богам уже разрешалось модифицировать подопытных. Менять генотипы и генофонд, целеустремленность и характеры, предпочтения и мысли. Как вы думаете, раса немыслимо сильных инопланетян долго сможет ждать результатов работы пленников богов?
Напишите свой ответ в комментариях, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому ролику, если вы за благородство и нравственное отношение сильного к слабым. К сожалению, даже паркам не удавалось вмешаться в судьбу властелинов. Некоторые древние боги пытались даже взять их на понт, запугивая и оскорбляя, причем самым мягким был живодер. Но бессмертные жители небес через некоторое время смирились. Даже парка Морта боялась показать, как долго и тайно среди узоров ткани они прятали линию, достойную их славных времен. Полотно было невероятным, но и его можно было переделать, если между сестрами и другими богами не возникнет согласия. Каждый волосок пряжи может стать судьбой существа более необычного, чем русалка, или более неотличимого от других, как видится путешественнику молодое дерево на обочине. Столетиями на новом месте они учились хоть немного повернуть судьбы от себя, пряча их от всесильных надзирателей. Очень редко им удавалось пробиться сквозь сингулярную стену и тайно немного повлиять на земную жизнь. Там когда-то они были всесильны, но сейчас тосковали не по власти или свободе. Им не хватало человеческой радости и любви. И ее было много, очень много в тайной ниточке, которая по импульсам дополняла ту, что плели невидимые и далекие Клото и Лахисис под напевы не менее знаменитых на земле обитателей их нового мира. Запертые парки. Морта подвинула правую ногу и немного задела мешок с материалами для будущих узоров. Оттуда послышался сдавленный неприятный вскрик. Жилище властительниц судьбы было наполнено материалами для будущей пряжи. Волокно болотного растения, которое питалось желтыми комарами величиной с орех, темно-фиолетовые струнки, которые оставались живыми еще час после извлечения их из растения и норовили обвиться вокруг пальца и сдавить его. Рядом намного спокойнее лежала оболочка красного глазастого насекомого, из которого самка делает гнездо, чтобы поспать. Некоторые нити были из шерсти местных оранжевых восьминогих овец. Они появились за века благодаря изменившейся судьбе этого мира, когда тут трудились парки, уже научившиеся влиять на инопланетных чудовищ. На всех низших обитателей этого мира, к их сожалению, не более. Вырастить из местного генетического материала земные растения тайно удалось только через 5 столетий обитания на новом месте. И все это время их удавалось скрывать от внимательной стражи, которой даже Морта не может справиться. Она медленно устроилась поудобнее. Последние несколько дней ей пришлось работать особенно долго. Но наедецемо прикрывали пальцами небольшую часть нитки. Друг за другом они укладывали так, чтобы тончайшее волокно из земных растений оказалось внутри толстой нити из уникальных инопланетных волокон. Их было так много, что чужеродное этой вселенной найти было невозможно даже самому строгому контролю. Теперь оставалось только закончить общий узор. Голос из пространства показал безэмоциональное по человеческим меркам внимание. Почему на вашем узоре торчит несколько волосинок? Вы помните, что запрещено помогать землянам? Ваше покровительство теперь растит новых членов нашей вселенной. Все ваши чудеса в нашу корзину. Вашим подопечным будет запрещено право на риск. Не знаю. Нет. Нона заканчивала 3 белых крапинки на узоре. Потом стала возиться с окончанием ряда, внимательно следя, что еде может привлечь внимание стража. Тайная нить осталась вплетенной в центре. Она завязала последний узел ряда и замерла, но больше замечаний не было. Это только начало истории. Продолжение будет в следующих видео. Придайте, пожалуйста, автору вдохновения, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, что вы думаете о теме романа.